Привет всем! Я рада видеть вас на своем канале, и в этом видео я хотела бы рассказать вам о разнице между трикотажной пряжей. О том, почему одна пряжа называется пряжа с изнаночной нарезкой и пряжа с лицевой нарезкой. Ну и также я покажу вам абсолютно одинаковые изделия, которые связаны одними и теми же руками по одной и той же схеме, но одно будет связано из изнаночной пряжи, а другое из лицевой пряжи. Трикотажная пряжа делается примерно из такой же точно ткани, из которой делаются футболки, только она нарезается на специальном станке, специальным способом. И именно из-за того, как нарезана эта ткань, получается либо изнаночная пряжа, либо лицевая. Смотрите, сейчас я отрежу кусочек ткани поперек рядов. То есть, если я буду смотреть на свою полоску, направление рядов у меня будет поперек этой ленты. Дальше я ее просто потяну, и у меня получится нить. Вот она. Вот такая нить, такая трикотажная лента. Это у меня получилась трикотажная лента с лицевой нарезкой. Если же я теперь отрежу такую же ленту, но уже вдоль рядов, вдоль вязаных рядов, если теперь я потяну этот кусочек ткани, то у меня получится лента с изнаночной нарезкой. Ну вот и все, чем отличается та и другая пряжа. То есть при разрезании поперек рядов и вдоль полотна лента сворачивается лицом наружу, а при разрезании ткани вдоль рядов и поперек полотна лицо трикотажного полотна уходит внутрь, а изнанка становится наружу. Ну а теперь перейдем к сумочкам. Вот такие две сумочки у меня есть. Смотрите, они связаны по одной и той же схеме, одними и теми же инструментами и одними и теми же руками. Бордовая сумочка связана из пряжи с изнаночной нарезкой. Я не знаю, будет ли это видно на камере. А коричневая связана из пряжи с лицевой нарезкой. И я думаю, очень хорошо видно, что коричневая сумка выше. Хотя схема вязания была абсолютно одинакова. Вот посмотрите на их донышко. Оно немного отличается просто потому, что бордовая сумка связана 2 года назад. И тогда некоторые приемы вязания я еще не использовала. Но в них абсолютно одно и то же количество петель и одно и то же количество рядов. Также не обращайте внимания на цвет бордовой сумки, потому что она очень активно эксплуатировалась, и цвет немножко вытерся, немного где-то выгорел, выстирался. Как бы цвет и то, как эта пряжа будет изнашиваться, не особо зависит от того, как она нарезана на лицо или на изнанку. Когда я делала повтор этой сумки в виде вот этой коричневой сумки, я хотела добиться точно таких же пропорций. И на самом деле в коричневой сумке в высоту связано меньшее количество рядов, потому что и так видно, что она выше, чем бордовая. Вот, да, я ее открыла. Я думаю, сейчас будет хорошо видно. И поэтому я уже решила не придерживаться строгого описания, не придерживаться этого строгого количества рядов, потому что она и так получалась больше. Хотя моток был точно такой же, да, в нем была заявлена точно такая же толщина нити, одинаковый вес. Ну, цена примерно тоже одинаковая, одной ценовой категории, эта пряжа даже дешевле, чем вот эта. Но, однако, сумка у меня получилась больше. И поэтому мне пришлось немножко отступить от схемы. Также обратите внимание на ручку. Сейчас я покажу ручки. Вот они. Ручку для бордовой сумки я перевязывала 3 раза. Я связала ее 1 раз.
она вытянулась. Я связала ее второй раз, она опять вытянулась. Ну и я связала ее в третий раз, вот пока она больше не вытягивается, но, видимо, просто некуда. Коричневую сумку я не носила. Она новая, она не ношенная. И, соответственно, ручка в ней не вытянута. Но теперь, прежде чем вязать ручку для сумки, я всегда ее вытягиваю абсолютно до предела. И здесь я просто уже физически не смогла вытянуть пряжу до такого состояния, чтобы у меня получилась вот такая же ручка. Видите, она толще. Ну, просто потому, что здесь пряжа не вытянулась, так как здесь. Здесь пряжа вытянулась естественным путем. Я ее сама не вытягивала. Она вытянулась в процессе носки. Ну и вот такие две ручки у меня получились. По расходу пряжи здесь все тоже идентично, только вот из пряжи с лицевой нарезкой сумка у меня получилась больших размеров, чем из пряжи с изнаночной нарезкой. Дальше я хотела показать вам два рюкзачка. По обоим этим рюкзачкам у меня есть мастер-класс на моем канале, найдете по подсказке вот здесь, либо внизу под видео будут ссылки. Смотрите, опять-таки, один связан из пряжи с лицевой нарезкой, другой из пряжи с изнаночной нарезкой. Я думаю, вы уже догадались, какой из какой. Да, фиолетовый это лицевая нарезка, а вот этот пыльный, он с изнаночной нарезкой. Мне очень нравится, как ведет себя вот этот пыльный рюкзак. Он не держит форму абсолютно, то есть вот я его пытаюсь поставить на его дно, он падает, да. Здесь не идентичный узор, поэтому, возможно, сравнивать не очень корректно. У меня просто не нашлось двух идентичных рюкзаков из разных видов пряжи. Но вот этот рюкзак я вязала из пряжи с лицевой нарезкой, опять-таки в моем видеоуроке, там он связан именно из этой пряжи, и вы можете в том видео убедиться, что там он тоже стоит и очень хорошо держит форму. То есть из пряжи с лицевой нарезкой будет очень сложно добиться вот такого эффекта, чтобы у вас была тряпочка. Тряпочка тряпочкой была. Этого можно добиться, вот такого эффекта тряпочки, но тогда лучше вязать спицами. Вот если вы будете из этой пряжи вязать платочной вязкой спицами, например, то вот именно такая тряпочка у вас и получится. Здесь же у меня получилась такая тряпочка крючком. Здесь узор это столбики с накидом за заднюю полупетлю. Здесь узор столбики с накидом крестики. Этот узор, конечно, плотнее, но в любом случае вот этот рюкзак будет стоять всегда, даже если он будет связан вот этим узором, а вот этот рюкзак будет стоять, если только он будет связан в две нитки, и если либо если он будет связан на каком-то очень маленьком размере крючка, там, не знаю, 5-6 может быть. И последняя сумочка, которую я хочу вам показать в этом видео, это как раз сумка, связанная в две нитки пряжей с изнаночной нарезкой. Она очень хорошо держит форму. Ну, я думаю, здесь видно. Опять-таки, по этой сумке у меня есть видео мастер-класс. Опять-таки, найдете его внизу. Но там я вяжу в одну нитку и вяжу из трикотажной пряжи с лицевой нарезкой. И такого эффекта держания формы можно добиться одним из этих способов. Либо вы используете трикотажную пряжу, которая держит форму, либо вот с изнаночной пряжей можно тоже добиться жесткой формы. Тогда вытягиваете ее до предела и складываете в две нити. Эта сумка связана 8 крючком, и тогда я сломала свой крючок об эту сумку. Поэтому будьте аккуратнее. Вот такие крючки не очень предназначены для вязания в две нити. Ручка, кстати, здесь связана в одну нить, поэтому она получилась вот такая тонкая. И я вам сейчас покажу, во что превращается пряжа. Вот она, эта пряжа, из которой я вязала эту сумочку. У меня остался вот такой кусочек. Видите, какая она тонкая? И вот, например, трикотажная пряжа с лицевой нарезкой. Она тоже не новая, она тоже использованная. Даже если я ее буду тянуть, она, конечно, будет тоньше, но вот такой она не станет никогда. Я думаю, очень хорошо видно эту разницу в толщине. Да, если у вас пряжа вытягивается вот в такую тонкую жесткую нитку, то тогда просто сворачивайте ее в 2 раза и вяжите уже из нее так. Единственное, что это получится изделие, которое будет в 2 раза дороже по материалам, потому что на него уйдет в 2 раза больше пряжи.
Ну и на этом у меня все. Если вам понравился мой видеообзор, не забывайте про свои лайки, про подписку на канал. Пока-пока!